Здравствуйте, с вами Субботина Елена. Всем счастья, здоровья, добра. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, жмите на колокольчик. Сегодня я хочу решить вот такую проблему. Есть такие зимние штанишки. За лето внучка подросла. В талии. Вот здесь все хорошо. Но здесь узковато. Поэтому надо расширить штанишки. Задача такая: расширить легко, быстро, выбрать самый простой способ. И сейчас, и чтобы это смотрелось еще. Сзади, штанишки на лямочках, сзади распороть по среднему шву будет сложно, потому что надо будет здесь перешивать. Это сложно. Поэтому я так решила. Распорю вот здесь по переднему шву. У меня есть красивая тканюшка. Вставлю здесь клинышек. Ну и дохучу здесь, чтобы это смотрелось, так скажем, не как заплатка, а как такой художественный элемент, поставлю такие же детальки и внизу. Вот так я решила. Мне кажется, это самый простой способ, как это сделать. Здесь я распорю по шву до сюда. Поясочек надо отпороть перво-наперво. Тоже разрезать его прям по центру. Вот эти детали, чтобы нам потом не собирать, я сейчас просто заметаю. Заметаю, это значит, я сметаю то, что с изнанки, тот слой вот с этим слоем. Просто иголкой с ниткой, чтобы мне потом... Или нет. Вначале я, наверное, распорю, потому что они немножко не совпадают. Все, приступаем к тому, чтобы распороть. Пояс мы полностью отпарывать не будем. Чуть-чуть вот здесь надо подпороть, чтобы разрезать. Так, а вот теперь у нас в пояс вставлена резинка. Чтобы нам потом не мучиться с этой резинкой, сейчас прям подчерчиваем линию разреза. Это как раз середина переда. И слева, и справа на машинке прострачиваем. Резинка у нас будет зафиксирована. А после этого мы можем уже разрезать пояс. И вот тут не видно, я прошила слева и справа от этой линии. Но я сделала ошибку. Я пристрочила припуск на шов. Пришлось подпороть. У меня свет отключили. Сейчас я разрежу пояс по той линии, которую наметили. Это у меня блок бесперебойного питания пищит. И распариваю в наружный слой и внутренний слой. Распорола передний шов. Это подклад. Перво-наперво я вот здесь дострочила. Мы же отпарывали поясочек. Я его пристрочила. Все. Здесь резинка пристрочена, никуда не убежит. Теперь соединяем подклад и верхнюю часть. И надо наметать. С другой стороны, вот припуски на шов. Так, здесь было шито, припуск на шов. У нас вот здесь торчит немножко. Ничего страшного, мы сейчас его срежем. Теперь вот сюда
чтобы было видно. Немножко выверну. У нас вот получилось так. Вот сюда я буду вставлять треугольник. Нашивать, подгибать от самого треугольничка края и нашивать сюда. Поэтому нам надо измерить вот этот размер. Вот. У меня 22 сантиметра в готовом виде. Можно сделать побольше. Лучше пусть останется, чем не хватит. Дальше по ширине. Вещь зимняя, на лямочках. Штаны не свалятся, поэтому не будет держать. Здесь можно ширину добавить, так, чтобы можно было кофточку заправить свободно, чтобы это ничего не тянуло. Так, ну где-то можно даже сделать 7 сантиметров. Плюс 2 нахлеста сюда, 7-9, да? Вот мы же должны сюда припуск на шов здесь забрать. И еще 2 припуска на шов на подгибку 11 сантиметров. 11 на 22 я рисую треугольник. Теперь мы должны выкроить 2 такие детали. С лицевой стороны и с изнаночной. Есть такая у меня ткань типа джинсовки. Может быть даже джинсовка, такая плотная. Внутрь мы не вставляем ничего. Для теплоты нам не надо ничего. Это будет находиться под курткой. Здесь животик не замерзнет. Резинку вставлять не будем, штанишки не спадут. Поэтому просто... Кстати, можно попробовать, если у меня хватит ткани, вот со сгибом сделать. Так. Вот делаем, вот здесь делаем сгиб поверху. Здесь у меня уже с припусками на шов. Теперь здесь вот 2 стороны. Вот я сделаю эту лицевую. Нам надо при помощи иголки с ниткой заметать все края по периметру. Вот я заметала, и чтобы легче было работать, я прогладила. Здесь надо с уголками аккуратно, потому что здесь будет много лишней ткани. Вот у нас середина. Прикладываем. Прикалываем. Где у нас КЦ будет? Здесь надо немножко не полениться и каждый шов в отдельности приметать. Вот здесь у нас мы нахлест на размер припуска на шов. Сюда заходим.
Теперь в эту сторону. Здесь к линии сгиба. Прикалываем. Точно так же. И приметываем. И здесь приметать. И я думаю, что я сразу пристрочу, а потом уже вот эту часть подогну. И дальше уже декоративной строчкой пристрочу. Объясню, почему я это делаю. Здесь очень большая толщина. И может вот этот слой от этого немножко сдвинуться в процессе работы. А чтобы захватить оба слоя, делаю декоративный трехступенчатый зигзаг. Он широкий, он в любом случае захватит оба слоя. И он очень красиво смотрится. Здесь пришила, пристрочила. Теперь вот линия сгиба. И с изнаночной стороны точно так же прикалываю и приметываю, чтобы закрыть все швы. Вот эту всю грязь, так называемую, приметаем и потом сострачиваем уже все вместе. Вот я сострочу трехступенчатый зигзаг. Он сейчас есть практически на всех машинках. Это декоративный шов, и в то же время он широкий, 5 миллиметров. Он подберет все хвостики и будет красиво смотреться. Вот я пристрочила трехступенчатым зигзагом, и получилась вот такая вставочка. Все про все у меня увеличилось на 8 сантиметров. Здесь перехорошить трудно, потому что зимой одеваем теплые кофточки, даже несколько штучек, да, все это заправляется под штанишки, чтобы на талии, на животик не давило. Пусть будет, штанишки все равно не сварятся. При желании, если есть желание, такую же деталь раньше можно настрочить здесь, но мне что-то неохота, если честно. Я оставлю так. Все, изделие готово.